Друзья, приветствую вас! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог, и сегодня мы с вами будем обсуждать прогноз на декабрь 2025 года для Весов. А прежде всего, если вы смотрите видео на этом канале в первый раз, я хочу вас предупредить о том, что я ведический астролог, но если вы привыкли смотреть прогнозы по западной астрологии, не спешите переключать, просто вам нужна вводная информация. Для того, чтобы этот прогноз у вас очень хорошо работал, я рекомендую смотреть прогноз в первую очередь по восходящему знаку, либо асценденту по ведической астрологии. Как узнать свой восходящий знак или асцендент, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка будет в описании, в комментариях к этому видео. Там же будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо на обучение по ведической астрологии. Второй момент. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии, и что самое главное, фактически. Поэтому, если точное время рождения не знаете, ищите видео со своей датой и смотрите тогда видео для своей даты рождения. И теперь давайте обсуждать тенденции декабря 2025 года для Весов. Первое декабрьское событие 5 числа у нас состоится полнолуние в вашем 8-м доме гороскопа. И полнолуние в 8-м доме гороскопа дает, конечно, разъяснение, ясность по каким-то вопросам зависшим, по которым вы ждали решения долго, или ситуации какие-то тянущиеся могут разрешиться в момент полнолуния, в несколько дней вокруг полнолуния. Но также полнолуние в 8-м доме гороскопа — это всегда сюрприз, потому что 8-й дом — это дом неожиданностей, дом кризисов, дом стрессов, дом чужих денег. И момент полнолуния в 8-м доме гороскопа, он может принести вам какие-то внезапные события, может быть, какие-то новости, которых вы не ожидали, что-то, что трудно спрогнозировать. Еще одно крайне важное событие, которое состоится 5 декабря. Юпитер вернется с 5 декабря по 1 июня. Он будет находиться в вашем 9-м доме гороскопа. Он возвращается. Он там уже был до октября 2025 года, потом ушел в знак зодиака Рак, сейчас возвращается и до 1 июня будет в вашем 9-м доме гороскопа в знаке зодиака Близнецы. И это такая история, как бы, возможно, у вас были какие-то планы, возможно, у вас были какие-то начинания в 2025 году, касающиеся, например, пойти учиться. Возможно, у вас были какие-то планы, касающиеся даже, может быть, иммиграции. Либо у кого-то из весов, возможно, были вопросы судебных дел, либо вопросы философского, религиозного характера. Юпитер возвращает нас в эти темы, если мы что-то не доделали, особенно в том числе отношения с руководителем, запросы различные в государственные органы. И вот если вы что-то не успели доделать по этим темам в 2025 году, Юпитер нас возвращает еще в 2026, опять же в эту сферу, будет фокусировать ваше внимание и будет давать какие-то события по этой теме. События также могут быть связаны с переменами в работе, с подачей документов, различных запросов в госорганы, обращения к руководителям, какие-то, может быть, переговоры с руководителем. Также эти перемены могут касаться вопросов лечения, вопросов кредитов, может быть, ставку по кредитам менять и так далее. То есть Юпитер, вспоминайте, чем вы занимались в 2025 году по этим сферам жизни и что сейчас будет возвращаться, от чего вы, может быть, немного отвернули свой фокус. С 6 декабря по 29 декабря Меркурий будет идти по вашему второму дому гороскопа по знаку зодиака Скорпион. И это тоже возвращение Меркурия, потому что Меркурий уже был в вашем 2-м доме гороскопа в ноябре. То есть, по сути, когда вы, может быть, сейчас будете сразу после выхода этого видео смотреть, то, в принципе, вы можете немножко понимать, о чем речь, но потом фокус сместится. Но смысл такой: все
вопросы по Меркурию у нас будут касаться второго дома гороскопа, то есть то, что мы будем обсуждать, то, что мы будем изучать, то, куда будут направлены наши мысли. И второй дом гороскопа — это деньги, уровень наших ресурсов, уровень нашей энергии. Допустим, достаточно ли мы высыпаемся, достаточно ли мы пьем витаминов, достаточно ли у нас денег, сколько мы заработали. Эти темы будут очень сильно вас волновать, и эти темы будут в том числе переговорными, потому что Меркурий у нас указывает напрямую на то, что эта тема может быть затронута в разговорах с руководителем. Эта тема может быть такая, что вы ждете от государства каких-то выплат, может быть от института каких-то выплат, может быть от национальности, может быть какое-то поступление от иностранной валюты. И вот Меркурий дает такую историю, что вы, может быть, повторно опять же к этому вопросу возвращаетесь, либо повторно вам что-то обещают, либо второй раунд переговоров. Также Меркурий дает такую комбинацию, как поступление доходов от иностранцев, от заграницы, либо от закрытых организаций, но и расходы тоже. Может быть много мелких приходов и много мелких расходов. Ну и вообще может быть еще интерес к теме лечения зубов, зрения, что-то может быть с родителями много обсуждать, то есть с родителями может быть тоже много переговоров. А с 7 декабря по 16 января зайдет ваш третий дом гороскопа Марс. Третий дом гороскопа у нас отвечает за документы, хобби, короткие поездки, братьев и сестер, друзей, и соседей, и наши интересы. И что интересно, вот на самом деле Марс начинает смещать фокус вашего внимания в третий дом гороскопа, потому что там у нас будет целое скопление планет по итогу. Но о чем говорит Марс в третьем доме гороскопа? Во-первых, третий дом гороскопа — это дом собственных усилий. И транзит Марса по третьему дому гороскопа — это транзит на большое количество собственных усилий. При этом еще Марс указывает на то, что вы можете вкладывать деньги в хобби, в курсы, в книги, в гаджеты, возможно, конечно, и одалживать кому-то там, друзьям, братьям, сестрам помогать. Но и, в принципе, то есть прилагать много собственных усилий, много нужно будет, возможно, дел каких-то делать, либо нужно будет сделать какой-то рывок для того, чтобы что-то завершить, или что-то создать, или что-то придумать и так далее. Третий дом — дом технический. Я имею в виду третий дом, вернее, дом рук, а Марс — техническая планета, поэтому может быть такое желание тоже что-то руками создавать, что-то помастерить, что-то исправить, починить. Вот это вот все по Марсу. Колющие, режущие предметы, может быть, пострелять, съездить, может быть, что-то научиться готовить. Такие технические навыки захочется развивать. Еще транзит Марса по третьему дому гороскопа создает очень классную комбинацию на заключение каких-то сделок и соглашений, в том числе в партнерстве. Либо если у вас бизнес, либо у вас планы, бизнес-планы, хотите сделать какой-то бизнес. Третий дом у нас тоже за бизнес отвечает. Вот здесь такая комбинация: заключение какой-то партнерской сделки, создание партнерского какого-то бизнеса, какого-то партнерского союза. Но точно так же это может быть подача документов на регистрацию отношений. Либо же это может быть еще оформление документов для ваших партнеров. Либо это может быть какие-то переписки с любовными целями, с одноклассниками, с одногруппниками, с друзьями и так далее. С 16 декабря по 14 января в третьем доме гороскопа будет еще и Солнце. Солнце напрямую формирует комбинацию такую, знаете, ваше будущее, ваши планы полностью будут зависеть от ваших собственных усилий. Чем больше вы приложите сил, тем большего вы достигнете. Возможно, еще какое-то участие в конкурсах, в соревнованиях, в каких-то испытаниях, выборах, вот в таком духе, когда вы должны приложить какие-то усилия для того, чтобы получить результат, какая-то самопрезентация. Солнце в целом может прояснить какие-то вопросы, связанные с документами, с друзьями, с поездками вашими короткими. Помимо этого, Солнце в третьем доме гороскопа может дать вам
такой немножко побыть старостой где-то, побыть где-то главным, побыть где-то старшим, в кругу друзей, в кругу братьев и сестер, среди соседей, может, старший по подъезду, там что-нибудь в этом роде. Ну и в целом Солнце тоже объединяет два дома предпринимательства. У вас очень много таких предпринимательских транзитов, когда вы будете очень-очень что-то, может быть, организовывать, что-то, может быть, будете придумывать. Есть еще тенденция на переоформление счетов, переоформление карт, может быть, переоформление бизнеса, в том числе, если у вас есть бизнес, смену наименования бизнеса, смену наименования вашего какого-то продукта и все в таком роде. А 20 декабря в этом же третьем доме гороскопа будет новолуние. Новолуние в третьем доме — это напрямую получение новых документов, либо начало нового обучения, встреча с друзьями, встреча с братьями и сестрами, короткая поездка, либо новое имя, новый документ, вот что-нибудь такое. У кого-то и регистрация бизнеса, и даже третий дом — это дом гаджетов, то есть купили компьютер, купили телефон, это тоже может быть по новолунию в третьем доме гороскопа. И с 20 декабря по 13 января в третий дом гороскопа заходит еще и Венера, управитель всего вашего гороскопа. Венера по третьему дому гороскопа — это вы сами туда направлены, то есть хозяйка вашего гороскопа указывает на то, что ваш интерес полностью лежит в третьем доме гороскопа. Общение, создание каких-то контактов, навязывание, может быть, контактов, поиск каких-то знакомств, возможно, у кого-то поездки. Венера в третьем доме также у вас, конкретно в вашем случае, создает такую комбинацию, как узнать что-то, какая-то новость, касающаяся, кстати, может быть, отношений, либо денег, либо творчества, либо автомобиля, транспорта. Что-то вы можете узнать в период с 20 декабря по 13 января, то, что было от вас скрыто. И возможно, это приведет к тому, что вот у вас у вас будет такая активность большая по третьему дому гороскопа, то есть со всеми там созваниваться, договариваться и так далее, и так далее. Ну и еще третий дом, опять же, дом хобби, и Венера — это планета творчества, поэтому Венера добавляет еще больше творчества третьему дому, еще больше желания творить, может быть, руками что-то делать, может быть, что-то изобретать, какое-то рукоделие, заняться рукоделием, и все в таком роде. И с 29 декабря по 17 января в третьем доме гороскопа будет еще и Меркурий. Меркурий вообще туда суеты добавляет, суета-сует. Меркурий указывает на то, что могут какие-то документы, вещи передаваться, посылки из страны в страну. А помимо этого может быть такое, что действительно и гаджеты вы будете менять, то есть телефоны покупать, продавать, компьютеры покупать, продавать, документы менять. Очень сильный будет обмен домами между третьим и девятым домом гороскопа, между Меркурием и Юпитером в ваших третьих и девятом домах гороскопа. Это документы, это власть, то есть это могут быть и активные какие-то переговоры с руководством, и активные какие-то контакты с зарубежными компаниями, и активные какие-то контакты по поводу высшего образования, например, какого-то обучения, либо по поводу еще, знаете, духовных каких-то мероприятий, философского характера каких-то мероприятий. И вокруг вас может быть много людей, много друзей, или вы можете очень много с друзьями общаться. В общем, у вас на Новый год какая-то прям суета-суета. Вы очень много будете в общении. То есть явно не в одиночестве Новый год будете встречать, скорее всего, возможно, где-то в поездке, потому что Венера в третьем доме у нас тоже может склонять к тому, чтобы поехать куда-то, либо к тому, чтобы как минимум планировать какую-то поездку, но что-то будет такое вот очень движовое, очень такое активное. Конкурсы, документы, команды какие-то, объединение людей. В общем, очень-очень интересное что-то у вас намечается. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь 2025 года для весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.